Аэродвигатель для надувной лодки и стримера, у которого вместо косильного устройства установлен двухлопастный винт. Компактная походная печка своими руками. Эксклюзивная коллекция старинных зажигалок, которую собрал один чудак-коллекционер. Среди них самая маленькая японская зажигалка 1960-х годов Golden Flowers фирмы Atlas Light. Она оснащена автоматическим механизмом в небольшом формате с прекрасным брелком для ключей. Немецкая культовая полуавтоматическая зажигалка 1930-х годов Little Beorde Карла Видина. Зажигалка представлена в редкой версии с маленькой птичкой, тщательно выгравированной и нарисованной на ее корпусе. Французская настольная зажигалка 1930-х годов Champion фирмы Quercia. Это довольно необычный вариант удлиненного дизайна, включающий в себя резак для бумаги из макасара. Champion имеет полностью автоматический механизм зажигания. Достаточно одного нажатия большого пальца, чтобы зажечь и погасить пламя. Английская карманная зажигалка 1932 года Enfield фирмы Rolls. Она имеет поршень вместо пружины, чтобы создать достаточное натяжение для сцепления пластины с кремневым колесом. Французская зажигалка 1910-х годов «Женский портрет» неизвестного автора. Она имеет форму книги со скрытой системой регулировочных колец. На одной стороне изображен тщательно выгравированный портрет прекрасной женщины, а на другой голубь, возвещающий о мире. Один умелец решил обклеить спутниковую антенну маленькими зеркалами для того, чтобы иметь возможность фокусировать солнечные лучи в одном месте. Теперь без труда можно приготовить обед. Технологическое новшество Китая, запустившего оплату в торговых центрах по ладони. Двухъярусная парковка для велосипедов в Лондоне. Разработана с целью максимального использования пространства по причине большой загруженности в наиболее публичных местах.
Самодельный мини-погрузчик, имеющий такую простую, понятную и четкую конструкцию, что управление им в некоторой степени легче и удобнее, чем на заводских моделях. Звездой! Ютуба, да? Концепция системы горизонтального запуска ракет «Гиперион», предложенная в 1960-х годах изобретателем Филиппом Боно, до сих пор продолжает оставаться актуальной и обсуждаемой среди специалистов. Индийский внедорожник Roxor на гусеницах. У себя на родине в Индии этому джипу, наверное, гусеницы ни к чему. Но в Канаде, куда он прибыл из Америки, где производится по лицензии, особенно в зимний период, самое то. Канадский передвижной мини-дом на колесах Tiny House. Это дешевое и простое жилье, подсоединенное к велосипеду. Для многих людей, особенно любителей путешествовать, это лучший вариант жилья, поскольку, во-первых, не привязан к одному месту, во-вторых, значительная дешевизна по сравнению со стационарным жильем, и, в-третьих, наличие по минимуму всего самого необходимого для полноценной жизни. Серфборд на подводном крыле Jetfoiler с мощным электромотором. Имея такой аппарат, не надо ждать или ловить волну. Можно безгранично наслаждаться серфингом на любой воде и при отсутствии волны. Запуск огромного старинного одноцилиндрового двигателя с помощью пускача, сделанного из мотоцикла. Гонка на самодельных реактивных картах в пустыне Black Rock в Неваде. Это именно то место, где изобретатели реактивных болидов смогли выжать из своих машин максимум, развивая скорость порядка 300 км в час.
Если у вас есть экскаватор, то будет не только работа, но и развлечение. Да, Тима. Простой, но нужный способ хранения продуктов и вещей в путешествии при использовании подручных материалов. Идеи узлов для различных бытовых нужд. Во многих тропических регионах Юго-Восточной Азии под слоем почвы существует множество пустот, которые в сезон дождей заполняются водой. Попавшая туда рыба так там и остается до следующего полноводия. Местное население, используя всевозможные хитрости, занимается добычей этой рыбы. Одним из таких способов, как самым экзотическим, является лов рыбы на черепаху. Не выбрасывайте разбитую вазу. Маленькие аккумуляторы влаги суккуленты помогут дать ей вторую жизнь. Перуанские свистки инков, издающие звуки животных, представляют собой сосуды, заполненные водой. При переливании воды из одного сосуда в другой происходит движение воздуха через узкое отверстие, что приводит к возникновению определенных звуков. Шедевральная деревянная чаша своими руками. Креативная идея орехокола. Быстро, удобно и чисто. Синхронное рисование, когда одновременно работают и левая рука, и правая.